Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам новое пополнение своей коллекции фильмами на физических носителях. В сегодняшнем видео, в отличие от всех предыдущих, будут только Blu-ray, в том числе в формате 4К. DVD сегодня не будет совсем. Точнее, в одном издании у нас будет DVD, но именно как отдельное издание DVD сегодня нет. Но зато сегодня будет много изданий в формате 4К, а именно 10 штук. И все их я покажу. Как обычно, начинаю с иностранных изданий. И первые 5 изданий иностранных будут с русским языком. И первый фильм — это у нас картина Стивена Спилберга с Томом Крузом под названием «Война миров». Известный фильм. До этого он у меня был на DVD, но теперь наконец-то удалось взять его в формате 4К. Он в формате 4К выходил с русским языком, а на обычный Blu-ray никогда данный фильм с русским языком нигде не выходил. Такое вот издание «Война миров». Известный фильм Стивена Спилберга из середины 2000-х по мотивам произведения Герберта Уэллса, который так и называется «Война миров». Про нашествие инопланетян. Такое вот издание, американское издание фильма Стивена Спилберга «Война миров». Далее следующее издание с русским языком, также в формате 4К. Это у нас фильм от создателя «Маппетов» «Лабиринт», фильм Джима Хэнсона. Это его последний фильм создателя «Маппетов». Такое вот издание, посвященное 30-летию данной картины. Здесь у нас снялись Дженнифер Коннелли и Дэвид Боуи. Актеры, актрисы известные. Здесь 2 диска, 4К и обычный Blu-ray. И в данном издании британском русский язык представлен на обоих дисках, что на Blu-ray, что на 4К диске. Достаточно известная картина, фильм «Лабиринт». Это был последний 4К с русским языком, но также остались 3 Blu-ray, также в которых есть русский язык. И в 2 из них русский язык есть, потому что в оригинале фильмы на русском языке. И первый из них — это у нас фильм Михаила Колотозова под названием «Летят журавли». Это у меня первое издание в таких боксах полноразмерных, то есть без надписи Blu-ray сверху. И первое издание из коллекции Criterion. Это достаточно известная фирма американская, которая выпускает много таких вот культурно значимых фильмов. И вот этот культурно значимый фильм тем, что это единственный советский фильм, который выиграл золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Диск «Золоченый регион А». Это у нас картина, посвященная войне. Достаточно известный фильм «Времени оттепели». Фильм 1957 года. Есть такой вот буклет. Присутствует внутренний арт. Бокс прозрачный. Здесь у нас с одной стороны эссе от Криса Фудживара на английском языке о данном фильме. А с другой стороны такое вот изображение с кадром из фильма. А также техническая информация о фильме, кто в нем снялся, другие, а также о данном релизе. О трансфере, откуда он получен, производственные всякая информация. Такое вот издание фильма «Летят журавли». Такое вот издание от Criterion Collection. Но это не единственное издание.
из этой серии, из этой коллекции. Также удалось взять в этом месяце и вот этот фильм, точнее, как бы серию фильмов по произведению Льва Толстого «Война и мир» от режиссера Сергея Бондарчука. Издание Criterion Collection также. Здесь у нас 4 фильма. Общей продолжительностью 422 минуты. И это у нас диск незалоченные регионы. Во всех регионах воспроизводится. Я проверял. Здесь 2 диска. Первые 2 фильма на одном диске. Еще 2 фильма на другом диске. Здесь уже внутреннего арта нет. Техническая информация. И здесь у нас представлен такой вот постер с одной стороны. С кадром, который на обложке. Такой вот картина, которая на обложке. А с другой стороны, опять же, такое вот эссе длинное о данном фильме. От Эллы Тейлор. И также внизу техническая информация о данном релизе. Такое вот издание Criterion Collection. Данный фильм также был широко отмечен за рубежом. То есть он выиграл Оскар за лучший фильм на иностранном языке, за лучший иностранный фильм. Выиграл Оскар данный кинофильм. Такие вот 2 издания. У нас в России они выпускались, но были выпущены уже на болванках, потому что к тому времени, когда их решили выпустить в релиз, уже отсутствовал завод, а технической возможности напечатать в другом месте не было, поэтому у нас в России были только на болванках. Эти же издания на литье, поэтому и решил их взять. «Летят журавли» Михаила Колотозова и «Война и мир» Сергея Бондарчука в изданиях от Criterion Collection. И, наконец, последнее издание с русским языком в сегодняшнем видео иностранное. Это у нас фильм 50 оттенков серого в таком вот издании, типа диджибука. Но диджибук не особо такой. Здесь у нас большой. Здесь 2 диска. Диск с фильмом Blu-ray, а также на DVD дополнительные материалы присутствуют. И такие вот кадры из картины. Всего 8 страничек с кадрами из картины и никакого текста. И это чешский релиз. Здесь видим по-чешски написано. И под обложкой видим вид на город. По технически видим вид на город. Такое вот издание. 50 оттенков серого. Стоило недорого. И взял его вместе в компании с другими изданиями. Такой вот фильм. 50 оттенков серого. И это было последнее издание с русским языком. А далее мы переходим к изданиям, у которых нет русского языка, которые я смотрю с субтитрами. Это будет в основном издание в формате 4К. И первые 2 издания, это у нас будут стилбуки. Да, удалось, как и предыдущие 2 месяца, добавить в коллекцию стилбуки. И первый из них, это у нас «Побег из Шоушенка». Такое вот издание. Такой вот рисунок здесь изображен. Открываем. Здесь у нас известная сцена из конца фильма, когда главный герой оказывается на свободе. И такие вот 2 диска, 4К и обычный Blu-ray. Это стилбук 4К фильма «Побег из Шоушенка» режиссера Фрэнка Дарабонта по повести Стивена Кинга с Тимом Робинсом и Морганом Фриманом в главных ролях. И такая техничка от данного издания 4К.
Есть у нас информация на итальянском языке. Данный фильм, как повторяю, без русского языка, как и все последующие иностранные издания. Фильм «Побег из Шоушенка». Но это было не единственный стилбук в этом месяце. Удалось получить стилбуки и свежий фильм. Это у нас картина «Крик 6». Фильм 23-го года. Есть такое вот изображение. Внутри мы видим это призрачное лицо и вид на город. И также два диска. 4К и обычный Blu-ray. И теперь у меня в коллекции 6 фильмов из этой серии. То есть все выпущенные на сегодняшний день картины. Все выпущенные на сегодняшний день картины. Данный стилбук стоил недорого. Из-за царапины такой вот. Но из-за общего дизайна с нарисованными царапинами эта царапина не слишком выделяется. И поэтому решил себе приобрести в коллекцию данное издание за такую цену. Фильм «Крик 6». И к данному изданию такая вот техничка. Здесь у нас рожа картонная. Здесь видим информацию разную на итальянском языке. Да, это также итальянское издание, также итальянский стилбук. Идем далее. И следующее иностранное издание в формате 4К, которое хотел бы показать, это у нас известный фильм рождественский «Один дома». Здесь у нас в главных ролях, конечно же, Маколей Калкин. Увидел данное издание за хорошую цену, за 2000, и поэтому решил себе приобрести данное издание. Здесь без русской дорожки. Официально данный фильм не выходил у нас с русским языком. Здесь два диска, 4К и обычный Blu-ray. Вот такая вот рекламная информация. Фильм «Один дома» от режиссера Криса Коламбуса по сценарию Джона Хьюза с Маколеем Калкиным в главной роли. «Один дома». Далее еще одна картина культовая. Это у нас фильм Романа Полански «Ребенок Розмари» в 4К. Известный фильм ужасов на тему дьявола. Здесь два диска на тему сатанизма. 4К, обычный Blu-ray. Техническая информация. И это американское издание, так же как и это. Забыл сказать, это тоже американское издание. Здесь у нас снялась в главной роли Миа Ферроу, а ее мужа играл Джон Кассаветис. Фильм Романа Полански «Ребенок Розмари». Далее еще один известный режиссер и его второй фильм. Это у нас картина с Майклом Китоном от Тима Бертона «Битлджус». Совсем недавно выходил точнее не ремейк, продолжение данной картины, где у нас Майкл Китон снова сыграл роль этого персонажа Битлджуса. Здесь также бумажки, также два диска, также американское издание. И такое вот интересное оформление накаток данных фильмов. Фильм Тима Бертона с Майклом Китоном в главной роли под названием «Битлджус». Американское издание.
Далее будут два фильма с Томом Крузом в главной роли. И первый из них это у нас картина Кэмерона Кроу с Томом Крузом «Ванильное небо». Идет у нас в слипе. За слипом у нас такая же картинка, такая же обложка. Техническая информация. Здесь два диска. Обычный Blu-ray с такой вот картинкой и черный у нас в формате 4К. Это американское издание данного фильма. Эта картина мне понравилась, и поэтому у меня уже было на DVD, но увидел за хорошую цену, тоже за 2000, данное издание, и поэтому решил забрать себе в коллекцию. И также вместе с данным фильмом у того же продавца за такую же цену взял еще один фильм с Томом Крузом. Это у нас фильм Сидни Поллака под названием «Фирма». Это немецкое издание. И по-немецки тоже у нас фирма называется фильм. Это у нас фильм из 90-х годов с Томом Крузом. И здесь также два диска, 4К и Blu-ray. Эти два релиза вышли вместе. То есть выходили они в одно время. И забрал я также их у одного человека. Приобрел за одинаковую цену. «Ванильное небо» и «Фирма». Два фильма с Томом Крузом. Наконец, последнее издание в формате 4К в сегодняшнем видео. Это у нас фильм с актером Тимоти Шаломе от режиссера Пола Кинга, того же самого, который снял «Приключения Паддингтона». Это у нас приквел «Вилли Вонки и шоколадной фабрики». Ну и самый кассовый фильм из серии про данного персонажа, про Вилли Вонку. То есть он в прокате заработал более 700 миллионов долларов. Фильм 23 года. Еще одна свежая картина в моей коллекции. Относительно свежая. А также это единственный в сегодняшнем видео 4К релиз без дополнительного Blu-ray диска. То есть здесь все дополнительные материалы помещены на 4К диск. Поэтому данное издание у нас без Blu-ray диска. Потому что зачастую добавляют Blu-ray диск именно из-за дополнительных материалов. Такое вот издание. Фильм 23 года с Тимоти Шаломе под названием «Вонка». И наконец-то 4К фильмы закончились. И осталось еще 4 иностранных издания без русского языка. И первые два из них это у нас немецкие издания французских фильмов. И первый из них это у нас фильм с Бельмондо «Профессионал». Известная картина с Бельмондо. Именно под музыку с данного фильма, которую написал Эннио Морриконе, Жан-Поля Бельмондо и хранили. То есть именно эта музыка играла на его похоронах у данного актера. Двусторонняя обложка. Мы видим немецкое издание по данной блямбе возраста. И такая вот рекламка с другими изданиями от данного немецкого дистрибьютора. Фильм с Жаном-Полем Бельмондо «Профессионал». И также нашел другой французский фильм «Васаби» в формате Blu-ray. Данный фильм вообще выходил на Blu-ray только на двух рынках. Есть итальянское издание, есть немецкое. Это вот немецкое издание.
Здесь никаких дополнительных этих нету. Также двусторонняя обложка. Здесь видим Жанна Рено в главной роли. Достаточно известное кино с данным актером. Фильм «Васаби». Таких вот два немецких издания французских фильмов. И, наконец, хочу закончить обзор появившихся в коллекции иностранных изданий двумя странами из новой страны, которые у меня до этого не было в коллекции. Это Япония. И первое издание — это у нас фильм Антуана Фукуа под названием «Король Артур», который здесь показывает альтернативный взгляд на историю короля Артура. Видим, здесь все на японском. Информация техническая также на японском. Но здесь английский язык присутствует. Английскую художку можно включить. Есть внутренний арт. Также такая вот бумажка с информацией о фильме. А также такая вот рекламка с рекламой других изданий от данного японского дистрибьютора. Фильм «Король Артур». Наконец, последнее иностранное издание в сегодняшнем видео. Это фильм «Город грехов», который сняли Фрэнк Миллер и Роберт Родригес, а также помогал им Квентин Тарантино. Известная картина, в которой снялось много известных актеров, из которых здесь у нас указаны Джессика Альба, Розарио Доусон, Бриттани Мерфи, Клайв Оуэн, Микки Рурк, Брюс Уиллис, Элайджа Вуд. Такие вот актеры. Здесь также все сзади на японском. Внутреннего арта здесь нету. Здесь только техническая информация про формат Blu-ray. Такая вот еще бумажка. И небольшой буклет с рекламой других изданий от того дистрибьютора, который произвел данное издание. И здесь видим Терминатор. Реклама Терминатора. Судного дня, второго фильма про Терминатора со Шварценеггером. Таких вот два японских релиза. У нас они в России на Blu-ray совсем не выходили, только на обычном DVD. Поэтому увидел такие вот два издания и решил себе приобрести. «Король Артур» и «Город грехов». На этом иностранные издания в коллекции, которые появились, закончились. И поэтому переходим к российским изданиям. Они сегодня тоже будут, их всего 10 штук. И первые два из них это у нас из одной серии. Из коллекции, точнее, «Проверено временем» от Кармен. И первый фильм это у нас «Английский пациент». Фильм, который выиграл Оскар за лучший фильм 1996 года. И, наконец-то, данный фильм есть у меня в коллекции в формате Blu-ray. Потому что до этого у меня была данная картина, но только в формате DVD. Теперь у меня все, которые выходили с русским языком, лауреаты премии за лучший фильм, теперь есть все в коллекции. И другой фильм, это у нас картина Лассе Хёльстрема с Джонни Деппом и Джульетт Бинош. Данная картина у меня также до этого была на DVD, но по нормальной цене нашел данный фильм данной серии на Blu-ray и тоже решил забрать. Фильм «Шоколад». Теперь у меня в коллекции 14 изданий из данной серии. Из серии «Проверено временем». Далее, еще одна картина, которая получила премию «Оскар» за лучший фильм. Это у нас фильм «Крамер против Крамера»,
Картина, за которую получили свои премии Дастин Хоффман и Мэрил Стрип. И наконец-то удалось забрать данную картину в формате Blu-ray, потому что так же, как и два предыдущих издания, до этого она у меня была на DVD. Фильм «Крамер против Крамера». Переходим к следующей картине. Это у нас фильм «Темные времена» от режиссера Анны Каренина и Джо Райта, и в которой в главную роль, а именно роль Уинстона Черчилля, сыграл Гарри Олдман. Видим его на обложке. Совсем недавно он стал сэром, то есть стал рыцарем, поэтому теперь он сэр Гарри Олдман. Здесь обложка повторяется, то, что на слипе было. И на картке диска видим такой же профиль Гарри Олдмана, который играет роль Уинстона Черчилля. Фильм «Темные времена». Здесь у нас рассказывается об Уинстоне Черчилле во времена, которые были в первые годы Второй мировой войны. Поэтому времена темные были тогда для Великобритании. Премьер-министром которой он тогда был. Такое вот издание. И далее у нас супергеройская картина. Фильм с Беном Аффлеком в роли персонажа Сорвиголова. Фильм также называется «Сорвиголова». В формате Blu-ray. Присутствует, конечно же, у нас здесь внутренний арт, потому что это у нас раннее издание от 20 века Fox. И такая вот накатка диска. Еще один супергеройский фильм в коллекцию добавил себе. Идем далее. И осталось еще 5 картин. И шестая картина у нас из 10 российских изданий. Это у нас будет «Дружинники». Это у нас фантастика и комедия, то есть фантастическая комедия, в которой у нас снялись Бен Стиллер, Винс Вон, Джона Хилл и Ричард Аюади. Конечно, этих можно больше знать, но этого актера я тоже помню по сериалу «Компьютерщики». И такая вот накатка диска, которая повторяет обложку у этого издания. Далее. Переходим к байопику. Это у нас фильм про Кристофера Робина Милна, который был прототипом соответствующего персонажа из Винни-Пуха. И это про настоящего человека, то есть сына Алана Милна, который написал книги про Винни-Пуха. И это фильм был выпущен раньше, чем диснейский фильм, который называется просто «Кристофер Робин». И вот, чтобы было оба фильма в коллекции, и «Прощай, Кристофер Робин», и просто «Кристофер Робин», решил себе добавить данную картину в коллекцию. Такой вот фильм. Здесь у нас снялись Дональд Глисон, Марго Робби и Келли Макдональд. «Прощай, Кристофер Робин». Далее, следующая картина. И еще один фильм про войну от Сергея Бондарчука по роману Михаила Шолохова. Данная картина уже. Это фильм «Они сражались за Родину». Здесь у нас снялись Василий Шукшин, который умер во время съемок данной картины, Вячеслав Тихонов, сам режиссер Сергей Бондарчук и Георгий Бурков. И данное издание, это издание на литье, а то многие издания от данного дистрибьютора сейчас встречаются на болванках,
Но этот релиз еще можно найти на Литве. Поэтому я решил себе приобрести в коллекцию данную картину. Они сражались за родину. И далее два не таких известных фильма. Первый из них это у нас фильм от режиссера Майкла Ньюэлла, который снимал «Гарри Поттер и Кубок огня». А это его фильм по роману Чарльза Диккенса «Большие надежды», в котором у нас снялись Джереми Ирвин, Холидей Грейнджер, Хелена Бонем Картер и Рэй Файнс. Здесь видим Рэя Файнса, Хелену Бонем Картер и этих двух актеров молодых. Издание у нас это от Кармен. Большие надежды. И последним изданием сегодняшнего видео будет у нас «Последний портрет». Такой вот фильм, который у нас является комедией-драмой про художника, итальянского Альберто Джакометти. Стоило данное издание недорого. И здесь у нас снялись такие актеры, как Джеффри Раш и Арми Хаммер. Также снялся Клеменс Поэзи. И это у нас сегодня будет последнее издание, последний портрет. И на этом я заканчиваю данное видео. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. В следующем пополнении коллекции также будет много интересных фильмов, которые собираюсь приобрести. А на этом данное видео все. Так что желаю вам всего хорошего и пока-пока.